Привет, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами продолжаем серию уроков, посвященную празднику Хэллоуин. И в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такое симпатичное привидение. Будет здорово, если вы сплетете, например, его из белых светящихся резинок, если таковые у вас есть. Если же нет, то из обычных сделайте. Я же буду в этом уроке плести привидение из салатовых резинок, но лишь по одной причине. Дело в том, что салатовые резинки намного более наглядные и лучше видны, чем белые. Поэтому урок будет более понятен. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас, и чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Первый ряд мы с вами будем накидывать из пар резинок, поэтому приготовьте две резинки того цвета, который вы используете и накиньте с первого на второй столбик правого ряда. Но при накидывании эти резинки закрутите восьмеркой, чтобы получилось по центру перекрестия. Берем теперь еще две резинки и накидываем со второго на третий столбик, и тоже не забываем сделать восьмеркой, чтобы по центру получилось перекрестие. Берем еще две резиночки и уже закругляем к центру. Опять делаем восьмеркой, берем еще пару, переходим на левый ряд, тоже восьмеркой мы с вами должны накрутить. Накидываем теперь по левому ряду наверх. Еще пара резинок. И к центру это все закругляем. Берем парочку резинок, закругляем с левой стороны. И закругляем точно так же с правой стороны. И у нас с вами получается фигура, очень похожая на овал. Это первый слой мы с вами сделали. И сейчас будем делать следующий слой. Но перед этим на всех столбиках резинки опустите максимально вниз. Следующий слой и все дальнейшие мы с вами будем делать из одинарных резинок. Берем, накидываем с первого на второй столбик. Правого ряда со второго на третий дальше. К центру закругляем. По сути, мы с вами сейчас накидываем эти резиночки точно так же, как накидывали предыдущий ряд. Но в этом ряду мы с вами никакими восьмерками резинки не закручиваем. И к тому же накидываем их одинарные, а не двойные, как делали чуть раньше. Вот, второй слой у нас накинут. Если посмотрим сбоку, то это четко видно. Внизу первый слой, сверху второй. Теперь возьмите ваш крючок и на каждом столбике захватите все резинки нижнего слоя. Их две пары, то есть 4 штучки. И с внешней стороны скиньте внутрь этого овала. На одном столбике, на следующем тоже нижнюю захватываем конструкцию, нижние две пары. На этом столбике нижние две пары захватываем. По центру нижние две пары захватываем, скидываем внутрь. По правому ряду точно так же. Раз. И два. И у вас получается, что остается на столбике по две резинки. И, наконец, последний столбик. Здесь тоже 4 нижних резинки. Мы с вами с внешней стороны скидываем внутрь. Отлично. У нас с вами получился второй слой. И сейчас мы с вами будем делать следующий, третий слой. Опять же из одинарных резинок. Накидываем их точно так же, как мы с вами делали чуть раньше. С первого на второй столбик правого ряда, со второго на третий. С третьего к центру уходим. С центра переходим на левый ряд. И по левому ряду вверх тоже накидываем по этому овальчику. И, наконец, последняя резинка. Замыкаем круг. Теперь опять смотрим сбоку. Виден нижний слой, виден верхний слой. Нам нужно взять, опять же, на каждом столбике, взять резинки нижнего слоя. Их здесь 2 штучки на каждом столбике. И с внешней стороны скинуть внутрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь тоже скидываем 8. Это третий слой у нас получился. Опускаем резинки все максимально вниз. Теперь точно так же, как мы с вами сделали вот этот слой, нам нужно сделать четвертый слой, пятый слой
и шестой слой. То есть еще сделайте точно так же 3 слоя, накидывая одинарные резинки по периметру и снимая нижний слой на верхний. Готово. Опускаем резинки немножко ниже. И сейчас у нас с вами будет ряд, на котором мы с вами будем создавать руки этого приведения. В этом нам поможет нижняя часть станка, а именно 4 нижних столбика любого ряда. Берем одну резинку зеленого или любого другого цвета, который вы используете для плетения этого приведения, и накидываем с 4 на 3 столбик. Теперь берем 2 резинки, накидываем с 3 на 2, берем еще 2 и накидываем немножко ниже. На последний столбик нам нужно накинуть одинарную резинку зеленого цвета и закрутить ее здесь 4 оборота. Один оборот есть, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот накидываем. Теперь мы можем эту руку плести. Для этого заводим крючок внутри первого столбика, отводим тыльной стороной крючка 4 оборота верхней резинки, изнутри захватываем пару и накидываем вперед. Здесь изнутри захватываем пару, накидываем вперед. А вот здесь уже нам нужно захватить одинарную нижнюю резинку и накидываем вперед. Теперь эту руку нам нужно снять. Для этого заводим крючок внутрь последнего столбика, придерживаем пару резинок пальцем и снимаем эту руку со станка. Возвращаемся к телу нашего приведения и сейчас будем прикреплять руку. Прикреплять ее нужно на первый и второй столбик левого ряда. Например, это левая рука. Берем одну петельку и накидываем сначала на первый столбик, накинули, а вторую петельку накидываем на следующий столбик. И рука у нас получается отлично здесь закреплена. Точно так же нам нужно сделать и справа руку, и опять возвращаемся к нижней части станка. Берем одинарную резинку, накидываем с 4 на 3 столбик, берем 2 резинки с 3 на 2, берем еще 2 резинки и накидываем со 2 столбика на 1. На первом столбике теперь нам нужно накрутить одинарную резиночку, 1, 2, 3, 4 оборота. И сплетем эту руку точно так же, как делали немножко раньше. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Изнутри захватываем одинарную, накидываем вперед. Опять заводим крючок внутрь, придерживаем пальцем и снимаем эту конструкцию со станка. Это у нас будет правая рука, поэтому одну из петелек этой руки мы с вами закрепляем на первом столбике правого ряда, а вторую петельку закрепляем на втором столбике этого же правого ряда. И вот рука у нас еще одна готова. Смотрите, в этом слое мы с вами накинули по одной резиночке. Всего 2 получилось. И нам, чтобы слой получился целиковый, нужно накинуть и остальные резинки этого слоя. Для этого берем одинарную, накидываем со 2 на 3. Берем теперь еще одну, закругляем к центру. Берем еще одну, выводим на левый ряд. По левому ряду идем. Здесь у нас уже накинута резинка с рукой, поэтому мы с вами ее как бы пропускаем. И к центру переходим. Раз, два. И теперь нам нужно снять резинки нижнего слоя, точно так же, как мы с вами поступали раньше. Захватываем пару, самую нижнюю, и с внешней стороны, с каждого столбика, накидываем внутрь. Опускаем все резинки вниз и займемся следующим слоем. А следующий слой у нас будет очень простой. Мы с вами просто по периметру накидываем по одинарной резинке, как уже это неоднократно делали.
Готово. И тоже, как неоднократно уже делали, снимаем пару резинок нижнего ряда с каждого столбика. Опускаем резинки на всех столбиках вниз. И сейчас мы с вами будем делать слой с глазами. Для создания глаз нам понадобится две резинки черного цвета. Берем сначала одну из них и накручиваем на крючке 4 оборота. Один оборот у нас есть, накручиваем второй, третий, четвертый оборот. Вот 4 оборота есть. Берем одну резинку зеленого цвета, накидываем на конец крючка. И все 4 оборота черной резинки мы с вами должны скинуть вот на эту одинарную резиночку. Натягиваем все 4 оборота и скидываем их сюда. Эту резинку с глазом нам нужно накинуть на первый столбик правого ряда и первый столбик центрального ряда. Это, допустим, будет правый глаз. И точно так же нам нужно сделать и левый глаз. Для этого накрутим черную резинку 1, 2, 3, 4 оборота. Возьмем зеленую, натянем ее и скинем все обороты этой черной резинки на зеленую. Готово. И второй глаз накидываем. Один конец зеленой резинки на первый столбик центра, а второй конец этой резинки на первый столбик левого ряда. Две резинки этого ряда у нас уже накинуты, и нам нужно остальные резиночки тоже накинуть, чтобы получился целиковый ряд. Накидываем, давайте еще немножко опустим на всех столбиках резинки вниз, чтобы было четко видно, где у нас нижний слой, а где верхний. Чтобы при снятии, при плетении мы с вами не перепутали, где у нас какой слой. Отлично. И снимаем резинки нижнего слоя, как обычно. 2 штучки с одного столбика, 2 штучки с другого, 2 штучки с третьего, с четвертого, с пятого. Здесь тоже 2 штучки. Здесь 2 штучки. И, наконец, последний столбик. Захватываем нижние 2 резиночки. И с внешней стороны тоже к центру скидываем. Опять же опускаем все резинки на всех столбиках максимально вниз. И сейчас мы с вами сделаем последний ряд. И у нас наше приведение уже будет практически готово. Накидываем просто одинарные резинки по кругу, по периметру. Мы это неоднократно уже делали. И последний раз мы с вами займемся снятием резинок нижнего слоя с внешней стороны и скидыванием их внутрь на каждом из столбиков. И сейчас уже практически наше готовое изделие, готовая фигурка, готовый герой появится на свет. Последний столбик. И, в общем-то, готово. Теперь мы с вами наше приведение можем снять со станка. Снимается оно следующим образом. Берем крючок и заводим его внутрь любого из столбиков. Я, например, этот столбик выбрал. Захватываем все резинки, которые на этом столбике находятся, и накидываем их на крючок. Теперь в следующий столбик заводим крючок и уже с него захватываем те резинки, которые на нем лежат. Далее очередь следующего столбика, следующего. И так по кругу мы с вами должны накинуть на наш крючок все резинки, которые находятся на столбиках. Они должны к нам на крючок попасть. И последний. Готово. Снимаем теперь. Я привидение. Снимаем все это дело со станка. Вот наше приведение готово. Очень симпатичное, очень красивое. Но чтобы оно у нас не распустилось, когда уберем крючок, возьмем одну резинку зеленого цвета, накинем на конечек крючка. И нам нужно протянуть
вот эту резиночку сквозь все петельки, которые сейчас на крючке есть. Отлично. И делаем петлю. На конец крючка накидываем и заводим внутрь другой половины этой резинки. Затягиваем. Внутри у нас полость. В эту полость мы можем засунуть палец и немножко вперед вытащить глаза, чтобы они не уходили туда вглубь, а все-таки торчали. Это приведение у нас может отлично стоять. Если вам не нравится вот эта петелька, то вы можете ее легко вплести внутрь. Для этого заводим крючок внутрь, выводим его где-нибудь сверху, накидываем на крючок эту петельку и затем внутрь засовываем. Но я же обычно из таких фигурок люблю делать брелочки, которые висят на карабине, чтобы можно было на портфель, на сумку как-нибудь закрепить удобно. Берем карабинчик, засовываем петлю, которая у нас получилась, внутрь карабина, внутрь дырочки, расширяем эту петельку и проводим карабин сквозь эту петельку. Затягиваем. И вот у нас готовый брелочек получился. Надеюсь, вам этот урок очень понравился. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, получилось ли у вас сделать такое приведение. До новых встреч. Пока.